Здравствуйте, Елена. Поздравляю вас с выходом книги «Я магнит», теперь уже и на финском языке. Твой путь, который ты уже проделала, должна признаться, достоин восхищения и любопытства. Сегодня ты открыто рассказываешь о себе и говоришь, что у каждого есть свой уникальный счастливый путь. Можешь ли раскрыть, что является основой такого пути? Спасибо большое за поздравления. Да, действительно, у каждого есть свой уникальный путь. Я всегда об этом знала еще с 10 лет, искала, кто я, понимая, что мы не просто тело, есть еще энергия, источник взаимодействия, с которым мы осознанно мы можем задавать проявление желаемой реальности. Мы как бы настраиваемся на условную радиоволну, в рамках которой мы позволяем случаться тому, что мы внутренне можем себе позволить случиться. И как раз вот страхи, блоки, они создают ограничения, они создают некоторую обусловленную жизнь, тем самым ограничивая наши возможности. Мы не понимаем в таких рамках, кто мы есть на самом деле до конца, и не понимаем, на что способна наша душа. И как только мы начинаем прислушиваться к голосу своего сердца, мы сразу практически ступаем на путь полной радости, который начинает нас наполнять, и освещается дальше дорога. В нашей жизни больше радости, и тем самым больше энергии, качество жизни становится другое. И это касается не только нас самих, но и наших близких. И вот в таких вот энергиях, когда мы действительно занимаемся тем, чего поет душа, то, что действительно нас влечет, то, что дает нам энергии, мы избавляемся от страхов, от проявлений эго. В нашу жизнь входит равновесие, нервная система, сердце гармонизируется, и мы начинаем с легкостью, уже с большей легкостью получать то, о чем мы действительно мечтали. И вот этот вот своеобразный вакуум, который мы создали сами себе, вот эта вот иллюзия даже вот этих страхов и блоков, она просто исчезает, и мы начинаем получать все блага мира. То есть ты хочешь сказать, что существует некая реальность, мир, в котором мы можем позволить себе гораздо больше, чем можем даже сами себе вообразить. Это так? Да, именно так. И в действительности все уже на самом деле существует. Все, что мы можем себе вообразить, уже существует, но в реальности, в мире пока невидимым глазу. Там, где преобладает энергия безусловной любви, безусловной радости, безусловной благодарности. И чем больше наша жизнь наполнена этими энергиями, тем легче нам проявлять, уплотнять материю истинных наших желаний. А можешь привести примеры небольших расстояний голоса сердца, которые могут определить уникальный путь? Да, записаться на танго, на курсы саксофона, гитары, посадить розы, сделать варенье, записаться на встречу с бизнес-консультантом, начать писать книгу. На самом деле стоит начать с малого. То, что действительно хотелось сделать, или то, что считалось важным на пути к вашей цели. И самое главное, наверное, не стоит себя ограничивать. Вы можете спасать черепашек, преподавать фотографию, писать книгу, заниматься своими розами. И когда мы занимаемся, действительно делаем вот эти маленькие шаги, вот эти небольшие расстояния, ступаем на путь сердца, наш путь сам начинает дальше освещаться. Мы уже в дальнейшем понимаем все больше и лучше, какие дальнейшие шаги нам стоит делать. И также стоит отметить, что когда мы занимаемся действительно любимым делом, самооценка вырастает в разы, она повышается автоматически в наших самореализациях. И интересный момент, что не факт, что именно рисование, по личному опыту знаю, станет какой-то дверью стать вам художником, к примеру. Это может быть совершенно дверь в другой мир, более интересный, более насыщенный. И вот жизнь без ограничений — это на самом деле игра, в которой мы собираем свои личные звезды. Собираем их, становимся целостными и приобретаем вот эту свою уникальность, наш личностный магнетизм вырастает в разы.
А дальше открываются еще более невероятнейшие возможности, и мы познаем еще лучше себя, в действительности и способности какие-то новые приобретаем, улучшаемся. Но это, я думаю, уже тема моей следующей книги, над которой я уже работаю. Интересно. Много людей все же вынуждены подстраиваться под условия и обстоятельства окружающего мира. Возможно ли выйти из замкнутого круга? Но всегда будет существовать свобода выбора. Вот пока мы сами не захотим конкретных каких-то изменений, мы будем как бы качаться на волнах, не видя берегов. Подстраиваться под желания других – это не есть наш собственный путь. То же самое с условиями. Не они нам должны диктовать жизнь, а мы им. В дайвинге часто новичкам приходится справляться с тяжелым баллоном на спине, и я стараюсь всегда предупредить, что не баллон должен вас вести, а вы баллон. Корпус вперед и кайфуйте. Именно твердый вот такой вот настрой, выбор задает направление движению нашей жизни. Те же обстоятельства, условия начинают просто подстраиваться под нас. И всегда, конечно, стоит помнить, что будет еще некая задержка в воплощении наших желаний. Нам остается только твердить, что мы действительно хотим. Я принимаю себя, мой мир принимает меня, у меня 1000 клиентов, я успешен и так далее. И оставаться вот в этих вот энергиях любви, благодарности. И тогда путь будет намного естественнее и легче даваться, то есть дальнейшие шаги будут действительно и открываться со временем. И также, конечно, не стоит делать какие-то кардинальные изменения в своей жизни, потому что достаточно совмещать ту жизнь, к которой вы привыкли, с теми небольшими какими-то внесенными изменениями, когда вы уже начинаете слушать свое сердце, ступаете на путь радости и понемножку начинаете выполнять то, что действительно велит сердце. И вот эта энергия, которая будет вас направлять в дальнейшем, она начнет заполнять вашу жизнь и начнет вытеснять то, что вам не нужно уже. Оно будет само по себе просто рассеиваться. И все случится самым невероятнейшим, красивейшим и наилегчайшим образом, что вы сами удивитесь, и это уже будет вам наградой за вашу смелость. Можешь ли привести примеры личных запросов? Ну, наверное, такой основной, вот касаемый, который касается моей книги. «Я магнит» радует миллионы людей. Мой голос магнит. Я являюсь лучшей версией Дейв-мастера. Я нахожу радость во всем. Это, наверное, наиважнейший. Мне легко с людьми. Я нахожу легко решение любых вопросов. А что же делать с трудностями на пути? Но помимо вот этих наших твердых, четких запросов, стоит понимать, что существует все-таки реальность, которая великолепна. Вот в этих вот энергиях радости, благодарности, любви. И в таких энергиях просто не могут отражаться люди и обстоятельства низких вибраций. Когда мы остаемся, то есть мы наполняемся какими-то радостями, у нас активируются даже клетки мозга, знания души, экстрасенсорные способности, дары, данные от рождения. Ну и, конечно же, мы проходим еще все определенные свои уроки, но стоит осознавать, что любой урок, он идет на раскрытие сердца, на наше развитие. Если мы не деградируем в каких-то зависимостях, в разрушительных препаратах, в алкоголе, а продолжаем стремиться к свету и находим в себе силы расти, и при этом остаемся человеком в любой ситуации, тогда происходит действительно эволюция. Эволюция души, эволюция сознания, все идет на расширение, мы начинаем приобретать больше, проходя эти уроки успешно. И не существует программы разрушения, когда есть стремление к развитию. Ну, если совсем трудно, то, опять же, я пишу и в своей книге «Я магнит» об этом. Простые слова «спасибо», «люблю», их повторение или слова молитвы – это самый короткий путь обратно к энергиям высоких вибраций. Далеко не многим удается найти свое предназначение. На что бы ты сегодня обратила особое внимание и куда привел тебя твой личный путь? Ну, я долго искала на самом деле свой личный путь.
И я читала много, изучала, и прям мне важно было понять это изнутри, как это все должно складываться в жизни людей. И чем больше я познавала, тем яснее мне становился ответ, что только я сама могу определить для себя этот свой личный путь через сердце, через какие-то свои маленькие желания, через таланты, навыки, через страх, который влечет, который хочется победить, и служение другим, когда ты делаешь чью-то жизнь лучше. И, наверное, главная ошибка была долгое время отождествление своей деятельности обязательно заработком. И я запросила ответы, и ко мне пришли ответы, и они пришли через творчество, точнее, через энергию творчества. Когда вдруг я стала ощущать, что процесс творчества сам по себе как будто бы переносит тебя в другое измерение, в котором вдруг начинают происходить какие-то процессы, которые тебе подают какие-то идеи, вдохновляют на новые действия, заряжают на какие-то новые осознавания. И это начинает распускаться просто как волшебный цветок. И в действительности потом просто удивляешься, как это возможно, как это вообще могло так получиться. Так, работая в большой IT-компании, я пыталась понять зов воды и кисточек и красок. Я очень любила воду всегда. Это после каждого общения с водой я писала стихи, писала свои уже главы к своей будущей книге «Я магнит». И в действительности мечтала научиться рисовать воду и мечтала научиться плавать. Я плавала, но никогда не боялась, например, заплывать, где я не чувствовала дна, или боялась даже опустить лицо в воду. И вот эта связь с водой для меня все долгое время стала загадкой. Я действительно жаждала познать воду изнутри. Мне хотелось прям стать единой с водой. И я ходила по галереям, рассматривала работы великих художников и буквально впитывала в себя ощущение воды, как она передается художникам. И моей школой рисования стали стены дома, внутренние стены нашего дома. Сначала мне не давались никак вот эти мазки, я прям думала, как, и в итоге мне стали показывать картинками, какую краску брать и как руку держать, и стало получаться. И это был какой-то удивительный процесс, потому что я чувствовала совершенно новые энергии, и мне хотелось еще больше рисовать. Мне казалось, что мне не хватает времени на рисование, в ход уже шли холсты, и я понимала, что мне нужно еще больше впускать творчество в свою жизнь, и жизнь поставила перед выбором. На тот момент стабильная, хорошая работа вдруг стала как-то уходить на второй план. Я поняла, что дело далеко не в заработке, здесь открывается нечто большее, как будто бы какая-то связь с чем-то неземным. На тот момент я не могла это объяснить, но я понимала действительно, что для меня важно. И я сделала этот шаг и вступила в полное творчество, творческую жизнь. Через 2 месяца вышла моя книга «Я магнит» на русском и английском языках. Меня стали приглашать на семинары, и как-то неожиданно в нашу семейную жизнь вошла тема дайвинга. Оказалось, что мой муж всегда по юности любил заниматься дайвингом, всегда мечтал вернуться в море, в южных морях, понырять. И меня это так завораживало, эти рассказы. Случайно стечение обстоятельств, и мужа приглашают в командировку в строящийся дом на Мальдивах делать мебель, где он получает возможность также заняться дайвингом. И мы идем в магазин здесь, в Финляндии, и покупаем ему снаряжение в дорогу. Мне предлагают тоже померить гидрокостюм. Я захожу в просторную комнату, одеваю на себя гидрокостюм. И тут меня пронзает как будто миллионы разных огней, и проносятся перед глазами все мои картины. Одна из первых картин называется «Погружение» и передает именно ощущение погружения подводного. И я понимаю здесь всю мою связь с водой, и проносится мысль: я тоже дайвер.
Муж присылает потом с Мальдив счастливое свое видео на свой день рождения, где они с командой плавают, ныряют, погружаются и среди величественных мат. И я смотрю это с каким-то невероятнейшим восторгом внутренним, что я тоже так хочу. Возвращается муж с командировки, через неделю уже стою я с чемоданом полными красок, кисточек, и лечу в этот же гостевой дом на Мальдивах уже как приглашенный художник рисовать на стене этого дома тот самый остров с обозначением дайверских мест по окружности острова. И бонусом к моей работе становится новая жизнь. Буквально за 30 секунд опытный инструктор помогает мне преодолеть этот мой страх во время первого занятия снорклингом. И вот я уже под водой плыву, гонюсь даже за рыбкой, потому что мне нужно ей сказать, что я ее люблю. И вскоре я уже плаваю на местном рифе среди аквариумных рыбок, среди черепашек, и мне говорят: ты готова к дайвингу, мы идем погружаться уже с командой. Впервые в моей жизни меня погружают в невесомость, какой-то невероятнейший, удивительный, новый совершенно для меня мир. И внутри меня начинает просыпаться что-то умопомрачительное. Во мне просыпается внутренний ребенок, который начинает гоготать в голос. И я еле сдерживаю свои эмоции, чтобы не засмеяться под водой, но это невозможно, потому что я все равно смеюсь, и маска заполняется водой, и ребята меня потом учат сдерживать мои эмоции. Для меня это стоило невероятнейших усилий под водой не показывать свою улыбку, свой смех, но потом на суше я уже отрывалась по полной, просто ходила по Мальдивскому острову, смеясь, и привлекая к себе взгляды местных. Они, мальдивцы, кстати, тоже любят просто так посмеяться. Вот мы уже плывем с командой к акулам, наблюдаем за ними, за рифом, перед нашими глазами проплывают безобидные акулы-няньки, и я понимаю, что моя встреча вот с этим внутренним ребенком — это встреча с самой собой, и это невероятное счастье испытать это. И по возвращению с Мальдив я замечаю, что еще одна из моих картин полностью совпадает со случайной мальдивской фотографией. Через несколько месяцев мы открываем с мужем наш дайверский клуб Stay and Dive в Финляндии. Я пишу про дайвинг в соцсетях и в содружестве уже с местными дайв-школами предлагаю желающим поучаствовать в пробном погружении. Ко мне вдруг записывается сразу 40 человек, устраивается очередь на год вперед, и к нам продолжают записываться люди. Спрос начинает превышать наши возможности, я ищу дополнительных партнеров и нахожу действительно потрясающих финских партнеров. И вот уже и обучение в дайвинге, в прошлом году я прохожу сама обучение, становлюсь дайв-мастером, до этого дайвер-спасатель, то есть уже я крепну в дайвинге как в профессии. И продолжаю сегодня, то есть проводить пробные погружения и обучение, и какие-то поездки совместные мы устраиваем. Конечно, мой внутренний ребенок продолжает радоваться во мне, и я никогда не забуду этот смех подводный внутри меня, и он меня радует. И по сей день, каждое утро я просыпаюсь, улыбаюсь, потому что я действительно живу уже мечтой, наслаждаюсь жизнью в полной мере, и мы в дайвинге вместе с мужем, и семья при этом тоже принимает участие, да, большое вот в том, что меня саму радует. Картины, конечно, тоже приобрели то, наверное, свойство и чувство, то есть то, к чему я стремилась, вода приобрела чувство в моих работах. Мне очень нравится рисовать, и я очень рада, что сегодня я могу вдохновлять также людей и на финском языке. Я очень благодарна финскому издательству Bazam Books, которое издало мою книгу «Я магнит» и на финском языке в августе этого года. Очень интересная история, просто невероятная в твоей жизни и творчество, и дайвинг, и книга. Давай поговорим о книге еще немного. То есть получается, что
Ты растешь, и книга растет вместе с тобой. Ну, книга меняет жизнь. И сегодня я могу это подтвердить своим личным примером. И также отзывы читателей говорят об этом. Я очень радуюсь сегодня тем изменениям, которые происходят в жизни моих читателей. Это огромнейшая для меня награда. И книгу я писала, чтобы пробудить каждого как раз к пониманию, чего они хотят вот в каждой сфере своей жизни. И получается, что работая над книгой, еще работая над книгой, я пробуждала также и себя, все больше понимая каких-то деталей в каждой сфере своей жизни, куда я хочу двигаться. Менять жизнь несложно, усложнять может только наш ум. На самом деле на уровне сердца все достаточно просто. И книгу я опять же старалась писать с оттенком некой легкости, игривости, чтобы вот это общение с мирозданием, оно не казалось каким-то университетом, а было простым на уровне сердца. Ну и не обязательно видеть весь путь, достаточно чувствовать освещенное расстояние дороги. И как только вы проделываете вот это небольшое это расстояние, как открывается уже видение, а что же дальше делать. И на самом деле потом уже столько света в жизни, что ты только радуешься, и дальше уже этот свет и другим людям. Благодарю тебя за твой свет, за интересную беседу, за чудесное интервью. И желаю всем твоим детищам только процветания и тебе такого же творческого вдохновения и еще большего раскрытия и роста на твоем жизненном пути. Ждем также твою новую книгу. Спасибо, Елена. Спасибо большое.